Всем привет, ребята! А в этом выпуске пару слов о Японии и о Fairlady. Ну, я думаю, в любом случае фанаты Fairlady лучше меня знают историю развития этого кузова. А я сегодня расскажу о вариациях для японского кузовного чемпионата JGTC. Вот так у нас, в принципе, сегодня представлены две модели, точнее, это одна и та же модель, одна и та же машина, только от двух разных команд. Они выступали даже, по-моему, в разные годы проведения этого Super GT чемпионата в Японии. Это у нас Team Zanavi, это у нас Team Jizox. Так, ну что, в принципе, я смогу только о внешнем виде рассказать, но в целом это и так прекрасные машины, а их историю вы можете без меня узнать спокойно на любом ресурсе. Хотя, повторюсь, историю Fairlady, я думаю, все фанаты знают намного лучше меня. Так, ну и, собственно, что у нас здесь? У нас дикое расширение, очень интересная оптика, двуцветная такая. Здесь вот закрылки, здесь у нас губа есть, ребра воздухозаборников, очень классно сделаны. Тут наклеечки, зеркала в стиле кузовного чемпионата, то есть там это условно F1, F2 зеркала. Вот так у нас машина выглядит в общем обзоре. Ну, дикое расширение на самом деле. Да, здесь у меня, кстати, колеса не оригинальные, но я старался там подобрать под оригинал. Здесь у нас тоже имитация там сеток радиаторов, оптика узнаваемая от Fairlady и огромное крыло. Очень классно выглядит на самом деле, прям прикольненько. Тут у нас все отверстия там заправочные и прочее, имитация сдвижного окна. Вот. Пороги, кстати, здесь выполнены отдельной деталью, очень меня удивило. То есть помимо наклеечек еще и порог сделан выносным отдельно. Здесь получается у нее там, насколько мне известно, там выхлоп идет. Да, тут не показал, вот такие тоже закрылки, тут все воздухозаборнички, ребра, замки даже отражены. Ну, очень прикольно сделано на самом деле. То есть для фанатов японского кузовного чемпионата это вообще идеальный вариант. Я бы и себе хотел такую на полку. Вот. Классная машина, на самом деле очень красивая, очень широкая. Я уже ее показывал раньше в своих ранних выпусках. Классно сделано. Из необычного здесь среди спонсоров указан также спонсор Киоши. Это очень интересно, но вот так вот и было. Не скажу точно, по-моему, это какие-то там 2000 какие-то года выпуска. То есть всего один год машина там поездила в такой ливрее, скажем так, с этим количеством спонсоров, нанесенных на кузове. Вот. Ну и по традиции чемпионата Super GT тоже один дворник у нас. Вот. В целом машинка классная, на самом деле, то есть, ну да, тут не так много я, конечно, расскажу, вот, по ее там, допустим, истории, либо характеристикам, но я просто вот даю вам насладиться этой красотой. Она тоже у нас несколько слоев лака покрыта, вот, полирована, в целом классно выглядит. Вот, ну и, собственно, перейдем теперь уже к вот этой версии. Эта версия меня очень сильно вообще удивила. Это команда Hasemi Motorsport. Чем именно меня удивила конкретно эта машина, это то, что я встретил впервые. Это хром. То есть это пластик, покрытый хромом. Я думаю, видно будет сейчас объектив камеры. Вот. Я раньше такого не встречал. Причем этот хром идет, вот начинается где-то примерно даже отсюда, по стойкам. Вся крыша в хроме. И дальше то есть багажник, крышка багажника тоже в хроме. Вот она заканчивается, этот хром заканчивается вот здесь. То есть полностью верхушка машины выполнена в хроме. Я такого ни разу не встречал. Я не знаю, будет ли меня видно там. Но я себя вижу и камеру вижу, не знаю. Вот. Очень красивое сочетание цветов. Это уже оригинальные диски, там оригинальная резина, понятно. Здесь матовым покрашено. Здесь тоже пороги отдельным элементиком выполнены. Вот. Тут у нас красивый оранжевый цвет. Все спонсоры нанесены на крыле, даже там надписи Nissan и Nismo. Вот. А что еще? Даже подобие там номерного знака, номер команды, то есть номер гонщика, номер автомобиля. Замки тоже, оптика есть, естественно. Вот имитация сдвижного окошка такая же. И вот там спонсоры. Там на самом деле даже Бильштайн, Энки, NGK, там Киоши тоже нанесен. То есть здесь спонсоры по максимуму отражены, то есть, поскольку у нас машина, естественно, лицензирована, соответственно, все спонсоры, все надписи, здесь все отражено, то, что на настоящей машине. Даже вот нарисованные замки капота, именно нарисованные, и причем я там вижу даже, кроме самой прищепки вот этой, то есть защелки, еще и тросик
То есть трос капота с одной, с другой стороны, эти тросики замков, то есть чтобы капот, не дай бог, не открылся на гонке. Вот. И здесь, кстати, вот эти вот, ну, крылья, воздухоотводы, они в матовый цвет покрашены. У этой команды в цвет кузова. Очень интересное такое сочетание. Но вообще, в целом, оба этих сочетания цветовых, они на самом деле смотрятся классно, потому что красный с серебром, что черный с оранжевым и с хромом выглядят, ну, бомбически, я бы так сказал. Еще у них разные наклейки на лобовом стекле. Здесь Super GT, там две, ну, то есть Super GT и GZOX. Очень прикольно, очень красиво. Такую машину, я не знаю, ну, на полке держать, наверное, не очень правильно будет. Ее бы катать надо на соревнованиях в такой расцветке. Хотя, конечно же, жалко будет. Ну, то есть здесь столько элементиков мелких, что вот. Ну, вот как-то так. Очень прикольно, красиво. Я уже повторяюсь, но это действительно такой шедевр, я бы сказал. Потому что, повторюсь, хром вообще ни разу не встречал на этих машинах. Для меня это какой-то шок-контент. То есть хром нанесен на пластик, и причем она снизу там вот, давайте уже вскроем, так уж и быть, она изнутри получается, так, как бы мне ее так вскрыть, чтобы, хотел быстро сделать, но очень она плотная такая, даже вот разобрать не получается, ничего себе. Вот, фух, наконец-то. То есть такое ощущение, что она этим хромом усилена изнутри, потому что вот здесь она практически не разгибается. Очень толстые стенки, машина расширение имеет, и плюс вот это хром покрытие, получается, что здесь оно обычное, здесь оно уже полированное. К сожалению, не могу сказать, как эта технология выполняется, но полное есть ощущение, что она очень сильно усиливает прочность пластика. То есть такое впечатление, что это как либо отдельный вообще, отдельная корыца такой из хрома, либо нанесен такой толстый слой, что я еле-еле вот сейчас вот разогнул это все. Вот такое вот исполнение. Еще раз признаюсь, не встречал вообще ни разу на других автомобилях такого решения. Причем этот кузов достаточно тяжелый, то есть ну, он действительно получается как усилен этим хромом. Вот такая вот интересная модель, интересное исполнение. И диски очень прикольные, кстати. Они не показывал. Вот. Модель кажется такая простенькая, примитивненькая, но на самом деле они даже еще и, ну, помимо того, что они очень там крепкие, естественно, это рейсы, насколько я помню. Вот, они есть в двух исполнениях цвета, то есть это черный хром и есть там под золотистый. Вот как-то так. Так, ну, в принципе, сейчас мы вот так поставим. Мне, наверное, на этом все. Будем заканчивать. И думаю, удалось мне донести до вас это эстетическое наслаждение от этих цветов, от этого сочетания и в целом вообще от этой красоты. Ну, на этом, наверное, будем прощаться. Всем пока.